Мы собрались сегодня, чтобы отметить праздник, великий праздник для наших народов трех: России, Украины и Беларуси. Это День Крещения Руси. В 988 году нашей эры на берегах Днепра произошло колоссальное по своему масштабу событие, предопределившее развитие не только отдельно взятого народа, но и, по сути, всей евроазиатской части нашего мира. И это более даже чем тысячелетний исторический ориентир, как никакой другой, указывает нам всем на фундамент нашей общности. Празднование Дня Крещения Руси уже давно вышло за рамки узкоконфессионального и даже сугубо христианского праздника. Он стал символом нашей общей культурной и исторической идентичности. Этот день также стал точкой отсчета в формировании системы ценностей наших народов, которая впоследствии выразилась в великом культурном, научном и духовном наследии, оказавшем влияние на весь мир. Я не буду распространяться долго, просто культура, мне кажется, это как раз та объединяющая сила, которая позволяет нам держаться вместе, несмотря ни на что, и будет нас объединять, и будет дальше развивать наши души, наших детей. Очень рада, что имею к этому отношение. Спасибо большое, Оля. Я сейчас хотела бы предоставить слово вам, Олег. Вы участвовали в концерте 2008 года в Киеве, вы объехали всю страну, собрали огромную аудиторию, насколько я знаю, как прочла в интернете. А что вы ждете от этого праздника в этот год? Спасибо. В Киеве все начиналось еще в 2007 году, совершенно случайно, и мы сегодня говорим о духовности и культуре. Люди из рок-групп, актеры, несколько человек, которые часто встречаются в одном из киевских монастырей, это Голосеево, Голосеевская пустынь, однажды услышали от батюшки: «Поздравляю вас, сегодня День Крещения Руси». Это было в 2006 году. Уже в 2007 году в Киеве, это был большой open air, приехала Нино Катамадзе, наша замечательная грузинская подруга и сестра. Был Юрий Иванович Шевчук, который представлял город Санкт-Петербург и Россию, матушку. Да, кстати, он сказал, что мы выше над политикой. Он сказал, что это и есть та народная дипломатия, которой мечтают наши политики. Вот так он сказал. Да, но они мечтают, а мы как бы этим живем. Вот. Поэтому очень хорошо и символично, что в этом году и в Киеве это уже 4-й год празднуется с большим успехом. Вы правильно сказали, что в 2008 году просто вся Украина, это была более-менее круглая дата, 24 областных центра, везде open air. 1020 лет. Общей сложностью статистики сказали, было 3,5 миллиона зрителей на этих концертах. Конечно, это не просто рок-концерт или поп-концерт, это некие действия, на которых музыканты поют. Вот мы завтра ждем Юрия Владимировича Назарова, он скажет слово, обращение. У нас много спортсменов, самые-самые разные люди. Завтра на киевской сцене будет космонавт. А вы будете в Москве завтра? Я завтра у вас в Москве буду. Космонавт расскажет, что он там видел за облаками. Видел ли Бога, который свесил. Я в детстве, по крайней мере, воспринимал, что Господь Бог сидит и ножки свесил с облачка. Вот. Поэтому праздник действительно очень простой, народный, и говорит об одном, что больше 1000 лет назад наш единый народ, который к сожалению, наверное, сейчас живет немножко порознь, узнал о том, кто мы, зачем мы здесь живем и с чем мы отсюда уйдем дальше, туда. Лена, я хотела обратиться к вам теперь. Мы знаем вашу передачу, все, наверное, ее смотрят по телевизору, там тоже, наверное, и гости у вас со всех стран, и из Украины, и из Беларуси, это все. Но нет, была же эта передача, и все их любили. Она шла 7 лет, действительно, называлась «Жизнь прекрасна», и речь в ней шла, безусловно, о том, прежде всего, вели мы ее с Михаилом Ефимовичем Швыдким, в этой программе речь шла прежде всего о том, что в любых обстоятельствах, когда мы вспоминали о разных годах 20 века, были и те годы, когда трудно было жизни радоваться. И прежде всего мы призывали всех людей, гостей в студии и зрителей понимать то, что в любой ситуации нужно искать в себе силу духа, чтобы возрадоваться каждой минуте прожитой на этой земле. Я понимаю прекрасно и то, что, являясь представителем массовой культуры, как то телевидение, радио и развлекательное телевидение. В принципе, мы, конечно, как
структура не справляемся со своей задачей, а задача такова, что подрастающее поколение должно слушать и слышать о том, что необходимо взращивать в себе что-то такое очень крепкое, такую настоящую, что ли, хорду, которая бы держала человека в определенных рамках, в рамках морали, в рамках духа, то, к чему призывает христианство, в рамках, вот правильно говорю, кто-то чихнул в зале, в тех рамках, которые бы воспитывали в человеке милосердие, воспитывали бы нравственность и так далее, и так далее. Не хочу сейчас долго говорить о том, что все мы прекрасно понимаем, но так или иначе, левой рукой или правой, лично я стараюсь что-то привнести, что может зависеть от меня в этом смысле. И в каждом своем интервью я обязательно говорю о том, что душа, дух, воля, сила воли, работа над собой – это первостепенная задача каждого человека. Таким образом, если каждый из нас будет работать над собой в любой сфере, занимаясь рок-музыкой, журналистикой, архитектурой, актерством, чем угодно, работая над собой, воспитывая в себе уважительное отношение к окружающим и к окружающему миру, мы таким образом сможем создать достойное общество. Все, что я могу, и все, что зависит от меня лично, я делаю. И надеюсь, что те, кто слаб, и те, кто не может в себе это воспитать, найдут рядом сильное плечо, чтобы старший товарищ рассказал об этом доступным языком. Я хочу сказать, что, наверное, вот водораздел в отношениях между нашими людьми, между нашими народами происходит, скорее всего, не в коридорах власти, не в коридорах, не на площадях и не на Майданах, а, скорее всего, водораздел происходит именно в сердцах и в душах наших детей, которые мы сейчас растим. И вот если мы, в том числе этим праздником, сумеем сохранить в наших детях память о единстве нашего народа. А мы все знаем, что сейчас достаточно опасная ситуация. То есть на наших детях ставят различные эксперименты, пытаются внедрить в душу наших детей ценности, которые чужды нашим народам. Так вот, если мы сумеем сохранить в том числе этим праздником те наши традиционные ценности, то я думаю, что мы как стояли в венчанном браке, так и стоять будем веками. Ну, чуть-чуть поссоримся, чуть-чуть помиримся, но будем всегда едины, и именно в единении сила наша.